Здравствуйте, коллеги! В этом видео я хочу представить индикатор Market Structure MTF. Данный индикатор – это успешная попытка формализации структуры движения цены по уникальному авторскому алгоритму. Он безошибочно раскладывает все движение на его составляющие, то есть импульсы и коррекции, и позволяет не упустить ни одной интересной точки входа или выхода, то есть те ключевые точки, где меняется направление тренда. Важной особенностью данного индикатора является визуализация структуры движения цены сразу на двух таймфреймах. То есть здесь, сейчас я выключу отображение свечек, здесь мы видим голубую структуру, это структура текущего таймфрейма, в данном случае это H1. И видим желтую структуру, сейчас я сожму, то есть это структура движения цены на таймфрейме D1. Именно поэтому индикатор MTF, то есть он работает сразу на двух таймфреймах. Соответственно, индикатор универсальный, да, он также будет работать на таймфрейме M1, M5. Связки таймфреймов вы здесь видите M15, M30. И везде будет отображать структуру движения цены текущего и старшего на выбор. Да? То есть старший таймфрейм можно выбирать именно текущего и старшего таймфреймов. H1, H4, D1, неделя. Но на неделе уже старшего таймфрейма здесь у меня нет. Несмотря на внешнюю схожесть с традиционными зигзагами, кроме этого, индикатор, в общем-то, больше ничего общего с ними не имеет. И отличается принципиально чем? У него нет таких недостатков, которые присущи стандартным, ну и нестандартным тоже зигзагам. То есть он не запаздывает и он не перерисовывается в моменте. И если мы видим импульс и коррекцию, и после этого пошло движение вниз, которое обновило данный экстремум, то вот это уже останется на месте и никуда не перестроится, не перерисуется. Ну, то, что мы видим сейчас, да, вот у нас есть текущий экстремум, сейчас наше отображение движения стоит именно здесь. При уходе ниже, соответственно, оно будет продолжаться, но если мы получим коррекцию полноценную, которая будет удовлетворять условиям построения данной структуры именно в индикаторе, то она уже никуда не денется. Возникает вопрос, зачем же нужен такой индикатор? Ответ прост. Применение индикатора Market Structure MTF позволяет работать, опираясь только на структуру движения цены. То есть это структура импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс. Здесь была попытка развернуться и так далее. То есть именно такое отображение позволяет нам достаточно однозначно и быстро определять моменты разворота тенденции с восходящей на нисходящую и, соответственно, наоборот, с нисходящей на восходящую. Данный индикатор прекрасно сочетается с любыми торговыми стратегиями, совершенно с любыми. Это может быть торговля по уровням, это может быть торговля с применением объемов, дельты, опционного анализа, да чего угодно, трендовых линий и так далее. То есть индикатор сочетается именно с любыми торговыми стратегиями. И если кто-то мне докажет обратное, то я ему тогда этот индикатор смогу подарить. При этом индикатор не просто сочетается, он усиливает данные стратегии и позволяет находить именно точки входа по новому зарождающемуся тренду именно в момент разворота, как можно раньше. Ну и на таком отображении структуры движения цены возможности индикатора не заканчиваются. В него включен еще ряд дополнительных инструментов. Давайте их посмотрим. Включу вот так, чтобы были видны свечки. Итак, что мы здесь видим? Ну, просто на графике, да, мы видим, соответственно, отображение текущей и старшей структуры. Мы видим также актуальные уровни поддержки и сопротивления. То есть светло-зеленый, верхняя граница вот этого диапазона.
Это уровень сопротивления на таймфрейме M5 в данном случае, ближайший уровень. Красный уровень, нижняя граница диапазона, это уровень поддержки на таймфрейме M5. Такие же уровни есть на старшем таймфрейме H1, это темно-зеленый и чуть потолще уровень, в данном случае сопротивления. И уровень поддержки находится вот на этом экстремуме. Что еще? Значит, у нас есть вот такие две стрелки, которые показывают направление текущего тренда как на рабочем таймфрейме, так и на старшем таймфрейме, который выбран в настройках индикатора. Кроме этого, в индикатор включены следующие инструменты. FIBA Retracement, то есть мы можем по горячей клавише вызвать, соответственно, линейку FIBA и посмотреть цели у данного импульса. Делается это элементарно, то есть подводится мышь на экстремум, нажимается горячая клавиша и появляется наша линейка FIBA. При этом у нас 0 стоит на начале импульса, 100% на окончании импульса, и мы видим цели для движения цены. В случае, если она уйдет, соответственно, выше данного экстремума. Убирается все то же самое горячей клавишей, либо переключением таймфрейма. Также есть расширение Фибоначчи. Вызывается другой горячей клавишей. И, соответственно, здесь уже мы можем подвигать, да, нашу кочергу туда, куда нам нужно, и померить расширение. Либо от первого экстремума, на который она встает автоматом, либо, соответственно, от минимума движения цены. Ну, это работает на любом нашем импульсе и коррекции на любом паттерне. Соответственно, мы можем также это все руками подвигать и выбрать нужные нам экстремумы. Это тоже все работает, все доступно. И, как я сказал, либо можно нажать горячую клавишу, либо переключить таймфрейм, и тогда график очистится. Значит, про горизонтальные линии я уже сказал, да, которые определяют уровень поддержки сопротивления. Они строятся в автоматическом режиме. Здесь участие пользователя не требуется. Соответственно, определение рынка, направление рынка, да, автоматически тоже все делается. И здесь тоже участие пользователя совершенно не требуется. Данные стрелки, их здесь может быть 4 вида. То есть, давайте посмотрим, где есть. Ну вот, да, такие. То есть, есть они красные и зеленые. При этом оба цвета могут быть как залитыми, так и не залитыми. У каждого из данных сигналов есть свой смысл, то есть здесь у нас еще пока вот М15 направление поменялось на восходящий, но оно еще, эта смена не подтверждена. Кроме этого, у нас еще есть умный алерт, то есть тоже по горячей клавише мы можем вызвать вот такую штуку. Затем, значит, я ее подвел куда нужно, нажал опять же мышкой. И у меня по приходу цены на данный уровень, да, у которого есть ценовая отметка, я получу сигнал и уведомление всеми возможными способами из терминала. При этом данная линия по приходу цены сюда, она поменяет свой цвет. Сейчас попробуем это на M1. Я вам попробую продемонстрировать. Поставлю две линии, выше и ниже текущей цены, и посмотрим, какая отработает первая. Значит, при этом она поменяет цвет, мы получим сигнал, и затем, если уже эта линия отработана, то при включении таймфрейма она исчезнет. Если она не отработана и цена еще к ней не подходила после установки данного алерта, то, соответственно, она останется. Так, дождемся. Вот произошло касание ценой, соответственно, нижней линии, она поменяла цвет. И теперь, если я переключу таймфрейм на M5, то у меня останется только линия, которой цены еще не касалась, а второй алерт, он, соответственно, у меня исчез. Что еще? Давайте обратимся к настройкам данного индикатора. Настроек довольно много, но они, в общем-то, все логичны, и разобраться в них будет несложно. Первый пункт – это глубина истории. То есть здесь у меня сейчас стоит 1000 пунктов, 1000 свечей, прошу прощения. То есть глубина истории будет 1000 свечей. Дальше индикатор отрабатывать не будет, точнее, ничего отрисовывать. Я могу ее поменять и поставить, например, там, 100 свечей. Давайте посмотрим, что из этого получится. Соответственно, я поменял. И теперь, если я посмотрю, то вот у меня все это. Да, вот мои 100 свечей до текущей. И дальше истории нет.
Соответственно, на старшем таймфрейме здесь у меня 100 свечей именно с таймфрейма H1. То есть она история поглубже. Я думаю, с этим понятно. Для чего это сделано? Это для того, чтобы вы выставили максимально комфортную для вас глубину, при этом не перегружая терминал. Если же поставить там 0, то будет отражаться вся доступная история котировок. Верну сюда 1000. То есть по умолчанию это самое лучшее. Дальше у нас есть настройки горячих клавиш. То есть для FIBA Retracement это клавиша F. И для, соответственно, FIBA Expansion, то есть расширение FIBA, это клавиша I. У, соответственно, каждой линейки Fibonacci, да, и у каждого расширения есть цветовые настройки. Сейчас покажу, я на это внимание сначала не обращал ваше, сейчас покажу дополнительно. Значит, вот про что я говорю. Если у нас, соответственно, импульс вверх, да, и мы смотрим его цели, то у нас получается зеленый. И если у нас импульс вниз, и мы смотрим его цели, то у нас получается вот таким темно-коричневым. Импульсов мы можем настроить сколько угодно. Здесь у нас никаких ограничений нет. Главное, чтобы это все у вас удобно читалось. То же самое и по, соответственно, extension. Да? То есть мы можем построить как вниз, это будет такого же цвета, так и вверх, это будет такого же зеленого цвета. Уберу все лишнее. Вернемся дальше к настройкам. Значит, помимо цветов мы можем также самостоятельно задавать любые уровни для инструментов Fibonacci. То есть они задаются просто через запятую, и вы можете любые свои какие-то, либо оставить все, либо добавить, либо там оставить только парочку, тройку любимых уровней. Дальше идет блок настроек линий умного алерта. То есть это горячая клавиша, по которой данная линия будет вызываться, данный алерт. Это длина в барах данной линии, можно ее настроить. Цвет, соответственно, активной и отработавшей линии. Стиль этой линии можно взять, ну, там, не знаю, сплошной, какой угодно. И, соответственно, толщина данной линии. Дальше идут настройки непосредственно самой структуры. Но здесь я их обозвал проще, как настройки зигзага, чтобы было понятно. И связки таймфреймов. То есть здесь у нас получается в этом столбце рабочий таймфрейм и в этом старший. Старший мы можем выбрать. То есть любой, который вам нравится. Стандартное сочетание это для меня M1, M15, M5, H1, M15, H4, M30, H4, H1, D1 и так далее. Дальше у нас идут, соответственно, линии, которые у нас светло-зеленая и светло-красная, которые показывают текущие уровни поддержки сопротивления. Для них тоже есть цветовые настройки, настройки стиля и толщины. То же самое уровень поддержки сопротивления для старшего плана, то есть для старшего таймфрейма. То же самое цветовые настройки, толщина и стиль. Следующий блок настроек относится к данным сигналам, которые у нас показывают направление текущего и старшего трендов. Мы можем разместить данный сигнал в любом углу терминала, то есть это выбирается здесь. И настроить для них как цвета данных, соответственно, стрелок, так цвет текста, в данном случае он темно-серый, размер стрелок и размер данного текста. Ну и последний, соответственно, блок относится к уведомлениям, которые индикатор может посылать. Здесь есть несколько вариантов. То есть первый это формирование нового зигзага, то есть смена структуры. Мы можем задать здесь false и true. И затем изменение тренда, то есть то, что у нас вот отражают данные стрелки. Мы можем включить либо выключить, как вместе, так и по отдельности. И, соответственно, при появлении данных сигналов терминал будет выдавать алерт, выдавать звук. Соответственно, при включенных настройках, либо не выдавать, если их мы выключим. Также он может посылать уведомления о наступлении данных событий на электронную почту или в мобильный терминал посредством push-уведомления. Вот все, что касается настроек. Все, друзья, на этом, наверное, все, что я хотел рассказать, закончу. Еще раз подчеркну, что уникальный алгоритм построения зигзагов, которые не запаздывают, не перерисовываются,
Мы здесь получаем структуры движения цены как текущего, так и старшего таймфрейма одновременно. Мы получаем сигналы о смене данной структуры и о формировании новых экстремумов. Ну и, соответственно, данный индикатор, как я уже сказал, прекрасно сочетается с любыми торговыми стратегиями или системами. На этом заканчиваю. До свидания.